Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Я Сергей Гесь, а это мой Suzuki V-Strom 2008 года DL650. И сегодня у нас речь пойдет о боковых дугах, то есть о защите моего мотоцикла. Да, здесь сейчас стоит, я так понимаю, наверное, стандартная защита. Насколько она оригинальная, я не знаю. То есть я на многих мотоциклах видел такую защиту. Я с ней приобрел этот мод и катаюсь на нем уже второй сезон. В чем проблема? Да, в принципе-то проблемы-то нету. Ее как бы этой защиты хватает. А вот она защищает при каких-то боковых, там, наверное, падениях и все остальное. Но мне, как мотопутешественнику, кажется, что мне ее недостаточно. И я уже второй год вынашиваю мысль ее усилить и сделать более ее какой-то основательной. Возможно, чуть-чуть частично закрыть двигатель. И есть еще одна весомая причина, по которой я хочу усилить защиту, то есть добавить какие-то дополнительные, скажем так, крепления для моих противотуманок. На данный момент я их не могу никуда повесить, потому что любая фара, дополнительный свет, который будет висеть на боковых дугах, при падении мотоцикла в мягкий грунт, ее просто будет напросто срывать. И надо ее прятать чуть-чуть вглубь, чтобы ее не цепляло и не отрывало. По этому поводу я приехал к Сане. Это мой не только одноклубник, товарищ, но и офигенный мастер. Не только механик, но и по металлу. Саня по металлу работает активно. Да. Кофры, крепления, дуги, защита – это его тема. Слышишь? Сейчас будем обсуждать. Я тут, напридумал всякой какой-то ерунды такой, просто дикой. Сейчас Саня меня нафиг пошлет, скажет, ты что там, не усложняешь жизнь. Слышишь, Сань, во-первых, помнишь, мы хотели перемычку, да? Да. Но мы же будем эти дуги снимать и делать новые, правильно? Да. Разрабатывать эти будем. Да, нет, Снимаем, надо да? снимать, потому что это будет геморрой такой. Мы что-то налепим. Не, ну оно у будет... нас проблема с той стороны остается в любом случае там, где радиатор стоит. И он трется, и рано или поздно он протрется. Да. Перемычка пойдет вперед, да, Да. чтобы она дала ход подвески Да, конечно. вперед. Я думал, вот так вот, можно ли вот так пускать, ее здесь перемыкать, а к ней отсюда уже чпоньк, это пока грубо так, вот так, раз, и вторую там раз, и как-то сюда. Это как бы Я просто понял, общая что ты концепция. А сюда потом уже смотреть, как это вывести. Ну, я Под понял, что ты наклоном или так, уже к ней. Мы сюда вниз тоже будем вводить куда-то, да? Да я думал, там же нету точек крепления, он же не симметричный. Ну да. Нет, тут-то точка есть. Здесь-то есть, но с той стороны у нас она нет. как-то по-другому. Тут какой-то болт. Ага, вот он, да. Крепление движка. Слушай, а мы с тобой не говорили в ракурсе того, что можно, к примеру, как-то вот тут еще дополнительно кинуть точку, сюда опустить просто, чтобы не заводить сюда, не крепиться, потому что тут проблематично. Ага, А вот просто сюда. вниз, но тогда оно будет все держаться только на вот этих Да. двух, и все. Не, ну еще одну точку, в принципе, жесткости добавит, конечно. Чисто вот Ну, я посмотрю защита. технически, насколько это будет по этому поводу сложно. Я тебе в любом случае накидаю вверх уже, и, возможно, Да. может быть, ты То поделишь есть себе охват. суть вы уловили, сейчас я против солнца снимаю всегда как красавчик. И мы сейчас обсудим нюансы. Надо будет постараться максимально тоже эти дуги, которые будем делать, сместить к точкам крепления, чтобы вибраций лишних не было. Угу. Вроде все оговорили. Вот такими плавными изгибами обвели все, что нам надо, да, заготовочка. У нас то дожди неделями, то жара неделями. Я не знаю, сколько градусов. И я пешком, я ж без коня, машины нет. Например, к Сане иду. Что он там набросал, надо посмотреть, там может корректировки какие произвести. По фаркам. Чурундурум. Они где-то вот так вот станем их. Саня сделает хомутки красивенькие. Вот эти все технические моменты, технические вопросы, как делали защиту, как варили, как мерили, это, конечно же, все замечательно. Но я думаю, вас интересует один простой момент. Имело ли вообще смысл со всем этим заводиться? А вот об этом я хочу сейчас вам и рассказать. Закончился мой большой мототрип, который длился 45 дней. Я проехал 12 тысяч километров. Грузия, Турция, Болгария горная. Чуть-чуть заскочил в Македонию, Сербию, Румынию и приехал домой. Так вот,
По поводу защиты. Ну давайте-ка ее обсудим. У меня были мелкие, парочку незначительные там падения. Я приваливал мод буквально на ровном месте. Об этом даже нет смысла рассказывать. Но было одно, которое чуточку выбило меня из колеи. Я был шокирован, расстроен, но мод остался цел и невредим. Да фиг его знает, вроде правильно рисует сюда. Ух. Вот это да, блядь. Фух. Да нахер, блядь, разворачиваюсь, той же дорогой выезжаю. Но обо всем по порядку. Итак, смотрим, что мы в итоге имеем. Мы имеем 3 точки крепления. 1, 2 и 3 заведена под защиту. А вот и идет перемычка через нос моего корабля. Помимо этого я защиту отодвинул от пластика, ну где-то на сантиметр. Но это дает мне возможность при ТО легче его снимать. И старался все-таки чуть-чуть защитить мои ручки и зеркала. Ну а здесь вот такая вот фактическая, либо мифическая, но все-таки определенная защита двигателя есть. В свою очередь вот это вот сейчас моя рамка стала чуть-чуть выше, чем оригинальная. Оригинальная где-то проходила здесь. Это, я думаю, все-таки дает вероятность того, что когда мотоцикл ложится на бок, у него существует меньше вероятность перекинуться через боковую дугу. И когда он лег на больших камнях, на бок, а лег он просто круто, классически, на небольшой скорости, но это было эффектно. Он полностью лег на рамку. И как раз видно, вот где именно пришелся удар. Дальше, какие плюсы в этом во всем, в высокой и отодвинутой. У меня зеркало, ну, видать, тоже его зацепило. Почему? Потому что его просто скрутило в сторону. Но не сломалось ничего. И боковая защита, мой пластик, просто отстегнулся. Он выскочил с точки крепления. Я просто-напросто отверточкой открутил, засунул его обратно и затянул. То есть я предполагаю, что туда пришелся удар, но не настолько значительный для того, чтобы его повредить. Естественно, при этом надо принимать во внимание, что у меня стоят большие алюминиевые кофры, не мягкие, отодвинутые на приличное расстояние. Они, в свою очередь, тоже оказались точкой соприкосновения с землей и, опять же, не дали мотоциклу перевернуться. Забегая наперед, пока еще не вышел мой фильм, кофры Серко отработали на все 100%. Да, я их помял. Так, а с наружной стороны у нас защиту оторвало, а вот и вмятина. Да, внутренняя стенка вмялась. Ага, его от внешнего удара вдавило внутрь, вот так вот он сел. Но геометрия верхней крышки, которая накрывает, абсолютно не поменялась, и я нормально еще с ними отъездил. Да я не помню, 1007 или 8 я еще с ними прошел. И Сережа мне их реанимирует, восстановит, и они будут весной как новенькие. И я у многих слышал о том, что ребята, которые ставят всего лишь на 2 точки, при каких-то оборотах или на грунте, она у них чуть-чуть вибрирует. Ребят, у меня такого нету. Моя защита отработала, она не трусится, не вибрирует, не скачет, не прыгает. Ее даже ни капельки не повело. Так что, подведя итоги, я могу сказать, что защита себя отработала. Ребят, если вам это интересно, я вам сбрасываю внизу в описании контакты Саши, ссылочку на его сайт. Добро пожаловать, обращайтесь. То есть в любую точку, ну, возможно, даже мира, потому что я знаю, что он и с Европой работает, не только с Украиной, с Россией. Существует доставка, все вам сделают по... Есть стандартные какие-то схемы, стандартные какие-то решения. Может быть, за дополнительную плату будут какие-то индивидуальные. Мне это было сделать проще. Почему? Потому что я на месте был. И вот эту вот нижнюю часть, которая защищает двигатель, это, скажем так, наша с Сашей современная разработка. Ребят, я надеюсь, что информация вам была полезной. И она вам пригодится в апгрейде вашего мотоцикла и в дальнейших мотопутешествиях. И что самое главное, ни гвоздя вам, ни жезла. Берегите здоровье, берегите свою технику. Все будет хорошо. Путешествуйте и получайте удовольствие. Не забываем ставить лайк,
Вот, и напишите комментарий, какая у вас защита и готовы ли вы что-то с этим менять, что-то модернизировать, или вам достаточно того, что у вас есть. Естественно, все зависит от того, по каким дорогам вы катаетесь. А я прошел по Грузии одну из самых красивых, тяжелых, великолепных дорог. Это Абана-пас и Тоха-пас. Это высота 3000 метров. Ждите мой фильм, осенью будет очень круто. Я думаю, вам понравится. Все, еще раз пока, чао, до встречи, ребят.